Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, как я вязала айболитом, крючком по мастер-классу Станислава Семенова. Некоторые аспекты я вам расскажу и покажу. Так, для начала вязала из пряжи детская новинка производства Пехорка. Вязала крючком 2 миллиметра. Значит, брови, усы, борода и вот волосы сзади. Ну, это еще подчесать надо. Он у меня в пакете лежал, чтобы не пылился, все-таки пряжа белая. Вот. Это вязала из пряжи Камтекс, хлопок, травка. Вот, это пряжа. Она мне понравилась, хорошо начесывается. Так, начесывать чем можно? Значит, можно начесывать вот такой пуходеркой. Вот она мне чем понравилась. Тут можно, вот видите, снимать. Если что-то останется, вот так нажать и снимается. И можно со спокойной совестью, нитки здесь не выскакивают, начесывать. Вот, очень хорошо. Травка вычесывается. Видите, и даже пуха нет. В труднодоступных местах, допустим, вот где-то под бородой, или вот брови здесь вверху, я увидела в Ютубе, как дама показывала, она берет липучку, ну вы знаете ее, да? Вот, есть, значит, сторона папа, есть мама. Вот. Вот липучка. И вот отрезаем вот эту часть. И ею в труднодоступных местах вот так чешем. Тоже очень хорошо помогает. Если у кого нет пуходерки, можно обычной щеткой-расческой. Ну, чтобы на концах не было шариков. Вот. И так начесываем. Ну, я еще подчешу. Кстати, что хотела сказать. Многие, наверное, знают, что когда вяжешь пряжей пушистой, травкой, или там мохер, то пух весь уходит на изнаночную сторону. Поэтому те детали, вот вы вяжете, вот допустим я бороду вязала, у меня правая сторона внутри. Я вязала по правой стороне, а поскольку пух на левой, я вывернула и осталось только немного начесать. Усы вывернуть не получится, поэтому я так оставила, но пришлось с ними поработать подольше. Брови вязала как у Стаса, но соединила, вывернула наизнанку. Потому что изнаночная сторона более пушистая. Вот. Поэтому вот этот момент учтите. Так, теперь по поводу ног. Значит, я взяла пакет, вот такой маленький. Вот у меня есть гранулят, я уже показывала, стальной, но он очень мелкий. И может случиться так, что он вот в отверстие выскочит. Если насыпать просто,
этот гранулят выскочит. А есть гранулят, даже не гранулят, а дробь. Вот, она крупнее, я уже это показывала, вот 3 миллиметра диаметр. А есть 5 миллиметров. Смотрите, вес какой, 1,800 кг. Так, здесь тоже 1,800 кг. Вот, можно его, но мне надо сначала этот израсходовать. Что я делаю? Беру маленький пакетик. Вот, чайную ложку гранулята. Насыпайте над какой-нибудь емкостью. И высыпаю. После того, как насыпали гранулят, воздух выпускаем из пакета и закрываем. Сворачиваем и укладываем в обувь. И только после этого наполняем наполнителем. И тогда он стоит спокойно. Так, к этому персонажу сделали пенсне. Вот так одевается. Сделали из проволоки. Берете какой-нибудь предмет. Вот можно маркер взять. Ну, мы другой брали побольше. Мы пробки от винных бутылок брали. Вот. И наматываете. Раз. Наматываете 2 и 3. И отрезаете проволоку. Значит, вот таким образом. Так, теперь я хочу вам рассказать по поводу вот этих бликов. Их ножницами вырезать очень тяжело. Они очень маленькие. Поэтому что я делаю? У меня вот есть такой дырокол для кожи. Вот. Беру фоамиран. Ну, вы знаете, что это такое, наверное. Пористая резина. Из нее цветы делают. И прокалываю. Ну, затем на клей. Клеем приклеиваем. Вязала эту игрушку по мастер-классу Станислава Семенова. Вот. Распечатала PDF-файл. Это авторская работа. Но автора забрал ковид несколько лет назад. И все его игрушки выставили в свободный доступ. Поэтому, если вам кто-то предлагает купить PDF-файл с игрушками, ну, вы сверяйте, проверяйте. Если это игрушка Станислава Семенова, то эти файлы есть в свободном доступе. И платить ничего не нужно. У него там порядка 89 игрушек. Крючком и спицами. Единственное, что я вам расскажу, как я вязала усы. Усы получаются вот такой формы. Я связала, как у него, но мне что-то не очень понравились. И поэтому связала вот такой конфигурации. Только из пряжи травка. Вот. Вот эти усы я вам покажу, как вязала, потому что это, можно сказать, моя работа. Итак, теперь я вам покажу, как я вязала усы вот такой конфигурации. Так, кольцо амигуруми. Так, вязала крючком 2 миллиметра. Вывязываем столбик без накида. 1, 2,
3, 4. Так, теперь, что хотела сказать еще. Значит, многие, и я в том числе, прокладываем маркерную нить. Вот на светлой пряже маркерная нить. Все-таки остатки очеса от нее видны. Вот. Видите, красным у меня было проложено. Значит, я перепробовала разные варианты. Значит, мулине не подходит. Все, убираем мулине. Вот такая пряжа тоже не подходит, потому что в процессе вязания можно ее зацепить, и она разделится, и будет мешать. И она очень скользкая. Так, отставляем. Последний вариант, что осталось, это отрезать полоску от полиэтиленового пакета цветного. Вот. И вот этот вариант я считаю удачным. Во-первых, краситься не будет на пряжу. И более удачный, я считаю. Так, значит, 4 столбика без накида набрали. И протягиваем маркерную нить. Далее, второй ряд. Вот вертикальная петля, я захожу в нее. 1, 2, 3, и в последнюю петлю вяжем прибавку. 1 и сюда же второй. Третий ряд. 4 столбика без накида. Четыре. И в последнюю петлю прибавка. В третьем ряду 6 столбиков без накида. И теперь желательно вот так вывернуть. Четвертый ряд. 5 столбиков прибавка. Пять. Прибавка. В четвертом ряду 7 столбиков без накида. Пятый ряд. Прибавка. 1 и в эту же петлю второй. Далее 5 столбиков без накида.
Так, 5. И в последнюю петлю прибавка. То есть 2 столбика в одну петлю. В пятом ряду 9 столбиков без накида. Шестой ряд. Шестой ряд вяжем без изменения 9 столбиков без накида по кругу. Седьмой ряд. 2 столбика без накида прибавка 3 раза. 1, 2, прибавка. И сюда же второй. 1 раз. Два столбика. Прибавка. Второй раз. Два столбика. Прибавка. Третий раз. В седьмом ряду 12 столбиков без накида. Восьмой и девятый ряд вяжем без изменения по кругу. 12 столбиков без накида в каждом ряду. Так, десятый ряд. 2 столбика, убавка 3 раза. Убавка. 1 раз. 2 столбика. Убавка. Второй раз. Два столбика. Убавка. Третий раз. В 10 ряду 9 столбиков без накида. 11 ряд. 9 столбиков без накида по кругу. 12 ряд. Убавка. Две петли вместе провязываем. 5 столбиков без накида. Пять. Убавка. 2 петли вместе провязываем. В 12 ряду 7 столбиков без накида. 13 ряд вяжем без изменений 7 столбиков без накида. 14 ряд тоже вяжем 7 столбиков без накида. 15 ряд. Прибавка. Один. И сюда же второй. 5 столбиков без накида.
5. И в последнюю петлю прибавка. 1. И сюда же второй. В 15 ряду 9 столбиков без накида. 16 ряд. Вяжем по кругу 9 столбиков без накида. 17 ряд. 2 столбика без накида. Прибавка. Это один раз. 2 столбика без накида. Прибавка. Второй раз. 2 столбика без накида. Прибавка. Третий раз. В 17 ряду 12 столбиков без накида. 18 и 19 ряд вяжем без изменения по кругу 12 столбиков без накида. 20 ряд. 2 столбика, убавка 3 раза. Два столбика, убавка. Один раз. Два столбика. Убавка. Два раза. Два столбика. Убавка. Три раза. В 20 ряду 9 столбиков без накида. 21 ряд вяжем по кругу 9 столбиков без накида. 22 ряд. Убавка. Пять столбиков без накида. Пять. И убавка. В 22 ряду 7 столбиков без накида. 23 ряд. 5 столбиков без накида. Пять. Убавка. В 23 ряду 6 столбиков без накида. 24 ряд. 4 столбика без накида.
4. Убавка. В 24 ряду 5 столбиков без накида. 25 ряд. 3 столбика без накида. Три. И убавка. В 25 ряду 4 столбика без накида. И вот такие усы мы получаем. Вот. Ну, я вязала туго из этой пряжи. Из этой пряжи туго не вяжите, иначе, как я уже говорила, вы ворс наружу не вытянете. Ну, вытянуть можно, но сложновато. И еще что. Вот эту часть можно увеличить в зависимости от носа. Вот. Можно сделать побольше. А если носик маленький, можно поменьше. Значит, вот здесь у нас в центре получилось 3 раза по 7 петель. Это 12, 13 и 14 ряд. Вот здесь. 12, 13, 14 ряды, да? Вот 3 ряда. Вы можете здесь сделать пошире или наоборот поуже. Это уже на ваше усмотрение. Также вы можете, вот здесь у меня самая высокая точка, 12 столбиков без накида, вы можете увеличивать и потом убавлять. Опять увеличивать и убавлять. Это уже на ваше усмотрение. Ну вот вроде и все, что я вам хотела рассказать и показать. Еще раз напоминаю, не покупайте PDF-файлы, потому как они есть в свободном доступе. Ссылку на группу. Группа называется «Группа памяти Станислава Семенова». Ссылку под видео я на эту группу дам. Берите, вяжите, и пусть вас радуют игрушки Станислава Семенова. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.